Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас урок к дистанционному курсу штрих, но это будет курс с машинкой. Сначала покажу, как держать машинку. Машинка у нас находится вертикально по отношению к поверхности, к латексу. Пальцы стоят у вас, вот мизинец и безымянный палец стоят, натягивают кожу. Кожи нет латекса, он не тянется, поэтому они пока просто стоят. И 3 пальца, которые держат машинку в вертикальном положении. Указательный палец толкает, большой палец придерживает, чтобы она просто не упала. Ни в коем случае не держит вот таким образом, чтобы не получился такой ограниченный штрих, который вот только до середины идет, и все, в этом месте у вас будут пятна и стыки. То есть вы просто вот так придерживаете, чтобы движение не ограничивалось. И средний палец, на нем машинка лежит, собственно. Получается, указательным толкаете, движение легкое, и пальцы не напряжены, чтобы это было легкое движение, такое маятникообразное, но не истинный маятник, который закапывается в поверхность, а вы должны как бы гладить поверхность. Такие легкие, быстрые движения совершать, иметь возможность. Научитесь сначала правильно ставить руки, потом поймете, что штриховать очень удобно машинкой, она не оставляет стыков, и ваше движение легкое, и от начала до конца оно воздушное, поверхностное. Вы не заглубляетесь, не втыкаетесь, ни в коем случае не под углом сбоку, не под острым углом к поверхности. Такое гладящее движение, больше даже вот такое, как будто вы хотите проволочь иголку по поверхности. На первом уроке мы будем проходить штрих. Обычный совершенно штрих. Вы должны научиться делать его мягким и состоящим из точек. То есть это не должны быть полоски, это должна быть серия точек, у которого нет границы, нет начала, нет конца совершенно. Такое легкое скользящее движение, и за иглой остается серия точек. В зависимости от скорости вашей машинки должна двигаться ваша рука. Скорость руки должна быть такой, чтобы за вами оставалась серия точек, но не полоски. Полоски очень сложно убрать в дальнейшем. Вот так в длину вы закрываете весь свой лист такими штрихами. Между штрихами не должно быть пустот. Они должны не иметь начала и не иметь конца. То есть вы должны иметь возможность влиться в этот сверху, снизу ряд, и у вас не будет стыка. Работа у вас идет плотная, то есть вы практически накладываете один штрих на другой, между ними не должно быть никаких пробелов. Если вдруг вы скакнули, то вернитесь назад и закройте эту пустоту. Штрихи могут разной длины быть, ни в коем случае не стирайте, потому что латекс весь абсолютно разный, и мы сейчас не говорим об усилии, мы говорим о том, чтобы научиться рисовать, штриховать, вернее, точками, чтобы это была серия точечек. Проходите вот полностью весь лист, возвращаетесь и расширяете вот эту вот линию к низу в 2 раза. Между вашими штрихами первым рядом и вторым не должно оказаться стыка. То есть это должна быть такая сплошная полоса. Стык — это когда довольно жесткая линия, имеющая такое четкое окончание или начало, и мастер пытается ее продлить внахлёст. И вот в месте соединения этих 2 штрихов образуется такое уплотнение пигмента вот в этом месте. И его очень сложно исправить. Это стык, его быть не должно. Должно быть у вас вот такое мягкое соединение, как будто бы просто это один длинный штрих.
Если где-то у вас будет более темное, где-то более светлое пространство, то уже вы можете вернуться и спокойно закрыть его. Сделать однородным по цвету. Но это можно сделать только если у вас нет стыков. Если у вас такая единая поверхность, состоящая из точек. То есть если увеличить, допустим, до размеров больших это все, то не будет понятно даже, с какой стороны шел штрих. На деле полосок нет, получается, что такая площадь, состоящая из точечек, без полосок и без стыков. На деле это очень маленькое такое пятнышко у нас закрашено. Вот такое задание.